Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Оля, и сегодня у нас с вами очередное парфюмерное видео. Однажды я высказала такую мысль, что у меня есть идея поделиться с вами своим парфюмерным виш-листом. Никогда такого не делала, но однако появились положительные отзывы на этот счет, поэтому сегодня я вам расскажу, что же я очень хочу приобрести в 2019 году. Тоже губозакатывательный режим включен, поэтому давайте приступим. Я на самом деле решила вам показать еще два своих предыдущих блокнота. Это за 2017 год, он, видите, такой повидавший жизнь, и уже в более лайтовом режиме оказался у меня 18-й, видимо, у меня был достаточно легкий год, хотя на самом деле это не так, но видимо, он был более занятой, чем этот, потому что когда вам некогда записи делать, соответственно, тоже некогда. 19-й у меня уже будет в смартфоне. Я не из тех, кто предпочитает переходить туда-сюда, но как-то так сложилось, что в этот раз у меня нету именно бумажного формата виш-листа. Хочу вам показать, что у меня было записано в 2017 году и в 2018 году, так что вы можете поставить на стоп, если вам интересно посмотреть. Не буду очень углубляться долго в эти списки, потому что это очень удлинит наше с вами видео. Я думаю, что и так все сойдут с ума. А вот такой вот разноцветники у нас 17 год. Я смещу страницы, может быть, как-то увеличу, поставлю на стоп. И, соответственно, на 2018 год, тоже сейчас я вам покажу. Не помню, что я показывала тут галочками. Видимо, это были те записи, которые я хотела оставить на 2019 год. Видите, что этот список гораздо меньше. И нет, это не потому, что я смогла осуществить большинство своих парфюмерных желаний. Просто так получилось, что я решила отшлифовать списки и, соответственно, значительно сократить и убрать все то, что я вроде как хотела купить, но решила не покупать. Итак, давайте приступим с вами к списку за этот год. У меня здесь есть Coco Mademoiselle от Chanel и Allure. Коко есть у моей мамы, но его сейчас нету у меня. Когда я жила в отчим доме, то у меня естественно был доступ. Сейчас я живу отдельно, и своего флакона у меня нету. Я вот уже который год хочу его купить. Я на самом деле очень люблю Chanel. Это один из тех брендов, которые, прям образцовые для меня. Я всегда любила, люблю и буду любить. Я не сомневаюсь в том, что у меня всегда на моем туалетном столике, которого у меня сейчас нет, я надеюсь, что в будущем будет, всегда будет стоять Allure, Coco Mademoiselle и номер 5. Вот это прям такой костяк, это 3 кита, наверное, моей коллекции, на которых я хочу, чтобы она держалась. Мне кажется, тут даже не требуется ничего объяснять далее, и так все понятно. Следующий у нас с вами по списку будет Mugler, и я думаю, вы все наверняка знаете, тут особо не требуются никакие другие объяснения. Я давно мечтаю купить себе в коллекцию Эльен или Эльен, все почему-то по-разному предпочитают произносить. Давайте оставлю Эльен. Но почему-то меня постоянно все останавливает. То ли это связано с тем, что на пути появляются более интересные ароматы, то ли это связано с тем, что у меня как-то меняется настроение, и когда я вроде прихожу в магазин и могу его купить, я начинаю сомневаться. У меня такое бывает. И мне понравилась новинка Аура, которая вышла совсем недавно. Вы знаете, недавно, относительно недавно, я думаю, вы все поняли. Не так давно, как Alien и Angel. Я не уверена, что я куплю Ауру в 2019 году, но на всякий случай, такое, знаете, как мини-желание, которое ты записываешь, надеешься, что оно сбудется, я его внесла в этот список. Опять-таки, Angel это немного не мое, у меня сейчас есть его якобы бюджетный аналог, хотя мне кажется, что все равно он отличается. Это Джан Артес. Я его показывала в своем видео с заказа в Beauty Depot, поэтому можете его посмотреть, я оставлю ссылку в инфобоксе внизу. Но говорят, что разделяются девушки на ангелов и на пришельцев, поэтому я, наверное, все-таки пришелец. Маленькая история. Один раз меня хотели отдать в кружок по рисованию, и там преподавательница дала задание нарисовать все, что мы хотим. Девочки рисовали замки, принцесс, какие-то костюмы, кто-то хотел потом, видимо, пойти учиться на дизайнера, возможно, в будущем. То есть всякие такие девчачьи темы. Были такие нейтральщики, кто рисовал дома и солнышки, ребята рисовали там либо роботов, либо машины, все такое привычное, да? Возраст, напомню, где-то лет 11-12. Угадайте, что нарисовала Оля? Я нарисовала летающую тарелку, я нарисовала какой-то лес, я не знаю, может быть, я пересмотрела секретные материалы в тот момент в своей жизни, но
Да, у меня такое имеет место быть тоже. Именно поэтому не спрашивайте, почему все-таки Элиен. Далее, возможно, вас удивит следующий участник моего списка, и это Balenciaga Beat. Как-то раз в Стокмане я решила пройтись по этому бренду, изучить вообще все, что у них есть, и знаменитый, я забыла, как он называется, я ставлю, как бы, вы все знаете, с этим, с полосатым прозрачный флакон. Меня что-то не зацепило, и я решила еще там посмотреть, что у них есть, и девушка-консультант как раз-таки мне показала Balenciaga B. Вот эта озоновая, воздушная, какая-то, возможно, даже фужерная его составляющая меня привлекла, хотя я вот люблю больше направление 90-х, нулевых, ближе к винтажу. Но, тем не менее, он меня зацепил, и вот с тех пор он у меня числится в моем списке, знаете, таких перезагрузок парфюмерных, когда вам хочется что-то купить, и чтобы оно как бы не было похоже на все остальное, что у вас есть в коллекции. Родригесы. Я на самом деле планирую совершить целое нападение на этот бренд, купить и кубики, и всякие это туалеты, это парфам, поэтому у меня вот прям просто отдельно чисто бренд сейчас числится, так как я уже столько всего там себе насмотрела, и к моему великому стыду парфманьяка ничего до сих пор себе в коллекцию не купила. Считаю, что эту ситуацию надо срочно исправлять, но надеюсь, что хоть что-нибудь в 2019 году я наконец-таки себе куплю, чтобы как бы снять этот камень из души. Из бюджетного сегмента, ну, относительно бюджетного, как бы в районе 1000 рублей за флакон, у меня здесь Elizabeth Arden, белый чай, white tea. Я его как-то сразу заприметила, хотя зеленый чай, ну, он как бы неплох, но у меня не вызывает желания его приобрести к себе в коллекцию, хотя, возможно, как-нибудь я его куплю, если решусь собирать Elizabeth Arden, вот как бы, знаете, так, составное. Мне очень понравился белый чай, вроде как это лимитка, поэтому, мне кажется, надо поторопиться с его приобретением, к тому же стоит он достаточно недорого. Я его видела в Магнит Косметик, то есть его там можно протестировать. Также у нас он попадался мне в обычных гипермаркетах Ленты, то есть вы его тоже можете там приобрести. Очень достойный бренд, я люблю Elizabeth Arden за то, что он женственный и при этом не какой-то вульгарный, то есть он достаточно деликатный, вот очень уместный. Я обожаю такую парфюмерию, которая прям бальзам на душу. Да, он, конечно, не супер шикарный, не сносящий головы Киллиан и Амуаш, но тем не менее, он имеет место быть. Я, опять-таки, очень люблю такие ароматы к себе в коллекцию приобретать. Они меня как-то так радуют, мотивируют, настраивают на положительный лад. Я вам другие ароматы от Elizabeth Arden тоже показывала у себя в старых-старых видео. Я люблю и Пятую авеню, но почему-то до сих пор тоже не купила себе в коллекцию. Мне было когда-то Pretty, и что-то у меня еще было в красном флаконе, вот позорище, забыла, как он называется, но я тоже обязательно ставлю картинку. Замечательный, вот прям советую студенткам, девчонкам, если хотите что-то такое и женственное, ну, уже такое более серьезное, то обязательно купите. Теперь мы с вами подобрались к самой пикантной части этого видео. На самом деле у меня здесь были только что перечислены те ароматы, которые я, как вы поняли, тестировала, я их слушала, я их хорошо знаю, они у меня уже когда-то были, даже некоторые из них, поэтому сейчас мы с вами рассмотрим ту часть моего списка, где будут ароматы, которые я не тестировала, но все равно хочу купить. Монталь Красный Ут. У меня есть от Монталь один аромат, который я себе позволила купить. Почему-то все остальное, мне еще нравится Ут Оранж, и Монталь Красный Ут это то, что не только я по отзывам нашла, но и вообще в целом очень им заинтересовалась, когда читала пирамиду и решила, что, наверное, как бы его мне надо будет купить. Даже если я промахнусь, ничего страшного, хотя говорят, что Монталь ни в коем случае нельзя заказывать слепую, но и, скажем так, друг ближний это Монсера, и у меня здесь Wild Fruits. Я его на самом деле не помню, тестировала или нет, когда-то я заходила в ЛДБТ, и все, что там было представлено из этого бренда, мне не понравилось. Но почему-то меня вот всегда манило именно Wild Fruits, поэтому я его хочу купить. Я думаю, это будет идеальным вариантом на лето, так что, возможно, именно к лету я его приобрету. Кто помнит ютуберов 2011-2012 года, поднимите руку, грешники. Я помню с самых давних пор то, что у большинства блогеров, когда они делали либо рум-тур, либо коллекцию своей косметики, и так или иначе показывали свой туалетный столик или просто какой-то стол, где у них все расположено, меня всегда привлекал один и тот же флакон. Я уже тогда, точнее, я еще до этого фанатела от парфюмерии, я уже тогда начала
замечать, что у них есть, чего нет у нас, и потихоньку к себе, скажем так, вносить в список. И как-то раз я у большинства увидела Бетси Джонсон. Интересный розовый с какими-то вензелями пластиковый флакон, ну, пластиковая крышка. Я так понимаю, что он будет, наверное, очень сладкий, какой-то пудрово-сахарный, но тем не менее, я тоже хочу его приобрести к себе в коллекцию, отдать дань своей любви к Ютубу 2012 года, 2011, когда еще все было настолько с душой. Сейчас очень сложно найти людей, которые что-то делают с душой, поэтому из ностальгических побуждений я надеюсь, что я смогу это сделать в 2019 году, чтобы мне было вам что-то интересное рассказать, потому что, ну, у меня столько любопытства, это не передать словами. Из брендов, с которыми я очень хочу познакомиться поближе, это Оскар де ла Рента. Я знаю, что он представлен в Rive Gauche, по-моему, я его видела, но там почему-то те ароматы, которые меня не зацепили. Дело в том, что у меня есть одна миниатюра, я вам потом как-нибудь ее покажу. Я даже не знаю, как называется этот аромат, но вы знаете, как-то так получилось, что именно после него я захотела познакомиться с брендом в целом. И сейчас я вот начинаю потихоньку изучать, что есть у Оскара не только у нас в обычных массовых магазинах, но и в интернет-доступе. Ну, как бы не снятые окончательные ароматы, а те, которые еще можно приобрести. Разумеется, я изучаю как бы его более прошлые, давние, старые выпуски, классику и все такое. И следующий бренд, я думаю, вы тоже все его знаете, Джульетта с пистолетом, Juliette Has a Gun. Я знаю, что у них есть очень популярная нота парфам и Леди Месть. Я вот думаю заказать слепую Леди Месть, хотя я могу поехать опять-таки в Sephora и его там протестировать. Человек лень, господи. Тоже очень хочу что-нибудь себе в коллекцию от этого бренда. И завершает мою подборку аромат, которого вы все, я думаю, знаете по другим блогам, но я его как-то до сих пор не протестировала, и что самое интересное, я не хочу заказывать себе от Леванты, я как-то далека почему-то вот от этих пробников от Левантов, они у меня никогда не приживаются, я никогда ими не пользуюсь, хотя знаю, что есть те, кто в основном как бы коллекционирует именно от Левантах, чтобы себе позволить больше ароматов за меньшие деньги. И это слоник от Kenzo, Jungle Elephant. Мне кажется, что когда я только стала углубляться и смотреть, кто что рекомендует, всегда вот в топ-списках это был бренд Монталь, Амуаж, и многие говорили про вот этого слона от Kenzo. Я уже решила, что так, если я уважающий себя блогер-парфманьяк, пусть он у меня будет в коллекции. И эта сумасшедшая женщина закажет 100 мл, если понадобится. Я могу. Вот такой у меня получился список, как вы видите, он не очень большой, но почему он именно такого размера, я вам сейчас объясню. Есть парфюмерия, которую я заказываю вслепую, и самые такие топ из топ я вам указала уже сегодня в списке. Однако бывают у меня и рубрики как бюджетная парфюмерия, я планирую еще ее расширить и сделать новые выпуски, надеюсь, что они в ближайшее время появятся. Могут быть какие-то спонтанные покупки, какие-то ароматы снимают с производства, что-то у меня заканчивается в коллекции, я тоже хочу это заново возобновить, купить, обновить. Очень много слов. Иногда бывает, что-то выходит, или я что-то замечаю в магазинах и думаю, о, а почему я тебя раньше не видела? Беру. Поэтому я как бы держу этот список таким как бы максимально желаемым, чтобы у меня здесь не было вот как в прошлых за 17-й, за 18 год сумбура. Так что да, такой у меня получился список. Я надеюсь, что мои волосы меня сегодня не подвели. Если выглядит все очень плохо, то виноват вот этот вот польский шампунь сухой, который я схватила, грубо говоря, по пути, потому что меня подвел другой шампунь, уже обычный человеческий, от Ипроше. Большое спасибо за просмотр данного видео. Спасибо, что подписываетесь на канал. Мне очень приятно видеть, как мы потихоньку расширяемся и нас становится больше. Поставьте плюсик этому видео, если вам интересны такие темы, ну и вообще, если вы хотите мне сделать приятно, я буду очень этому рада. Хотя, наверное, что-то выпрашивать, это неприлично и невоспитанно. Спасибо, что провели эти минуты со мной. Увидимся с вами в следующем выпуске. Кстати, скажите, вот что вы очень хотите купить себе в коллекцию. Возможно, есть какие-то интересные экземпляры, и я увижу вас в следующем видео. Всем до встречи и пока!